Без выпечки легко и просто приготовить этот лимонный торт или пирог, кто как назовет, с йогуртовым муссом. Нарядно, красиво и очень-очень вкусно. Всем привет! Вы на канале Home Food. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте скорее готовить. Первым делом подготовим основу будущему пирогу. Для этого измельчаем в крошку 200 грамм любого печенья. Я взяла крекер, он менее сладкий. В готовую крошку вливаем 100 грамм растопленного сливочного или кокосового масла. Хорошо смешиваем эти два продукта. Вот до такого состояния. Далее перекладываем основу в раздвижное кольцо или разъемную форму. Подойдет в диаметре 23-24 см. Распределяем равномерно по дну. Стаканчиком с плоским дном прижимаем и приглаживаем. По бокам кольца у меня ацетатная пленка, но это также может быть пергамент или целлофан. Убираем основу в холодильник минимум на полчаса. В это время подготовим лимонный мусс. Перекладываем в чашу греческий натуральный йогурт без каких-либо добавок, желательно сливочный, с ним будет вкуснее. К йогурту добавляем одну банку сгущенного молока, у меня 9%, и 150 мл сока лимона. Объединяем продукты при помощи венчика. Вот такая получается гладкая консистенция. После этого замачиваем 12 грамм желатина в 80 мл холодной кипяченой воды. Оставляем постоять примерно на 10 минут. И еще также для мусса взбиваем миксером 240 мл жирных сливок. Сливки не менее 30%, иначе просто не будут взбиваться до нужной консистенции. Сливки загустели, отлично виден след от венчиков. Выключаем миксер, главное не перестараться, а то получим масло. Отставляем ненадолго в сторону. Желатин за это время хорошо набух. Нагреваем его в микроволновке до растворения. Мне хватило 2 подхода по 20 секунд. Все растворилось. Главное не перегреть. Для того, чтобы выровнять температуру, добавляем к желатину пару столовых ложек йогуртовой смеси. Хорошо венчиком перемешиваем и объединяем содержимое двух мисок. При этом интенсивно размешиваем. Далее взбитые сливки делим на две части и вмешиваем поочередно в основную массу. Йогуртовый мусс готов. Он получается гладкий и нежный по консистенции. Переливаем лимонный мусс поверх остывшей основы. Убираем снова в холодильник до застывания. На это уйдет около 2-3 часов. Перед тем, как достать охлажденный пирог из холодильника, приготовим швейцарское безе. Для этого разделяем 4 средних яйца на белки и желтки. К белкам всыпаем 180 грамм сахарного песка и хорошо перемешиваем. Далее ставим нагреваться белки с сахаром на паровую баню. На среднем огне, периодически помешивая, нагреваем смесь до растворения сахара. Крупинки сахарного песка полностью растворились. Снимаем чашу с бани.
после чего взбиваем белки миксером до полного остывания. Белковая масса быстро и заметно белеет и загустевает. Нам нужны устойчивые пики. Так мы поймем, что меренга готова. Перекладываем готовое безе поверх застывшего мусса. Распределяем и делаем узоры при помощи лопатки. Качественная, пышная и вкусная получилась меренга. В принципе, торт уже можно подавать к чаю. Или кто не уверен, что мусс полностью схватился и охладился, тогда поставьте пирог еще на некоторое время в холодильник. При желании безе можно опалить горелкой. Получается еще интересней и красивей. Честно вам признаюсь, пирог улетел очень быстро. Пышный и легкий, с лимонным вкусом и незабываемой кислинкой. Бесподобное приятное послевкусие. Настоятельно рекомендую приготовить, попробовать. Приятного вам чаепития! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходите в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки я оставлю в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока!